Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Идею этой работы увидела на просторах интернета, но я хорошо ее обдумала, подобрала ткани, улучшила технологию и сшила свое изделие. Я работала. Как вы уже заметили, для работы нам понадобятся квадратные заготовки. Размер 21,5 на 21,5 сантиметра. Просто у меня есть такая линейка, шаблон. Дальнейшее действие очень простое. Складываем квадраты попарно, берем контрастные цвета. Дальше на каждой заготовке рисуем диагональ. После этого переходим к швейной машинке. Прокладываем строчки по обе стороны от диагонали. Когда все прошили, детали проутюживаем и разрезаем по нарисованной диагонали между швами. Разворачиваем заготовки. У нас получаются два квадрата, составленные из двух треугольников. После этого из фоновой светлой ткани готовим квадраты 10 на 10 сантиметров. На каждом отмечаем диагональ. Потом на расстоянии 1,5 сантиметра рисуем еще одну линию. Дальше мы к большой детали прикладываем маленький светлый квадрат и прошиваем его по диагонали. Но это еще не все. Строчку прокладываем и по второй нарисованной линии. Точно так же обрабатываем и вторую сторону заготовки. Прошиваем по первой линии, потом по второй. У отшитых деталей отрезаем уголок и разворачиваем заготовки. Видите, как мы хитро придумали? У нас получается одна большая деталь со светлыми углами и два маленьких квадрата, составленных из двух треугольников. Размер большой детали 20 на 20 сантиметров. Маленькие квадраты 8 на 8 сантиметров. Их мы пока отложим. Первым делом поработаем с большими деталями. Выложим из них самый простой узор. Изначально я готовила 24 больших квадрата. Из них получилось 24 квадрата, составленных из двух треугольников. Раскладка 4 на 6 деталей. Сшивать будем все полотно сразу, вертикальными рядами. Соберем все детали стопочками и перейдем к швейной машинке. Соединяем сначала заготовки из первой и второй колонки. Шьем гирляндой, одну деталь за другой. Никаких промежутков не делаем. Закрепки обязательны. Также прошиваем и все другие колонки. А дальше заготовки расправляем и соединяем между собой. Смотрите, какая интересная конструкция. Все детали держатся на нитках, на соединительных швах, и нам остается только прошить по горизонтали. Думаю, что мои самые внимательные зрители помнят начало работы с этим полотном. В первом ролике мы шили 24 детали, а сейчас продолжили работу и приготовили еще одно полотно из 30 блоков. Размер одного блока 20 на 20 сантиметров. Получается раскладка 6 на 9 блоков, всего 54 детали. Размер 113 на 172. Приготовим полоски ткани шириной 15 сантиметров и обошьем со всех сторон красивую лоскутную часть. Я всегда стараюсь сделать кайму из целой ткани, потому что на края идет основная нагрузка. Мы чаще всего берем покрывало именно за края. Конечно, для желательного размера надо бы взять кайму пошире, но у меня просто не хватит этой фоновой ткани.
Когда готова верхняя лоскутная часть, соединяем ее с термостежкой. Раскладываем на ровной поверхности, скалываем английскими булавками. Свободный край сворачиваем трубочкой. Затем переносим все к швейной машинке. Обязательно используем приставной столик. Надо, чтобы все полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Стежку делаем прямыми линиями в шов, но строчку поставим декоративную, трикотажный шов. Так легче прошивать толстые соединения. Стежку начинаем с центральной линии, доходим до низа. Следующий шов тоже начинаем сверху. Когда прошили полотно в одном направлении, начинаем прошивать в другом. В нашем полотне есть наклонные линии и косые срезы. Прошьем и эти диагонали. Как вы помните, термостежку мы выкраивали немного больше лоскутного верха. Цвет у нее очень красивый и сочетается с топом. Можно попробовать не отрезать эти излишки, а подвернуть на лицевую сторону и пришить. Ну что сказать, голь на выдумку хитра. Ткани у меня маловато, да и, честно говоря, мне жаль резать и выкидывать. И получилось у нас прелестное лоскутное одеяло. Его можно использовать и как плед, и как легкое покрывало на кровать. Хотела сделать фотосессию на улице, но у нас снег и мороз, пасмурно. Думаю, что теперь вы понимаете мое стремление шить цветные лоскутные одеяла. С нашей суровой уральской погодой так не хватает тепла, солнца и ярких красок. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!